В реальном мире нам часто приходится иметь дело с различными математическими константами, и, пожалуй, самой популярной из них заслуженно является число π. Многие знают, что оно равно примерно 3,14 и еще там дальше есть цифры после запятой. Возможно, кто-то даже вспомнит, что с помощью этого числа можно найти длину круга, зная его диаметр. Но чего в этом числе такого особенного и чем оно заслужило такую неслыханную популярность? Число π – это отношение двух расстояний, где одно диаметр окружности, а другое – длина этой самой окружности. В древнем мире на глиняных табличках были найдены записи неизвестного автора, отмечавшего, что длина любой окружности приблизительно в 3 раза больше ее собственного диаметра. Автор этой записи также заметил, что какого бы размера ни был круг, отношение длины диаметра к длине окружности всегда остается постоянным и никогда не меняется. Как точно посчитать это отношение, известно не было, но было замечено, что если обернуть одну веревку вокруг колеса, определив тем самым длину окружности, а вторую положить вдоль диаметра, то последняя окажется примерно в 3 раза меньше. Именно в слове «примерно» и крылась истинная загадка. Простые эксперименты с веревкой хороши, но что делать, если значение числа π нужно найти как можно точнее, и примерно здесь не подойдет? Ведь порой из-за погрешности вычислений указанного соотношения падали башни и рушились целые дворцы. Эта проблема приводила древних в замешательство. А все от того, что число π иррациональное, то есть оно имеет бесконечное значение неповторяющейся дробной части, которая никогда не заканчивается и не является периодическим. Позже математики Древнего Египта вычислили, что это отношение составляет примерно 3,16. Дальше за дело взялись греки, и ближе всего к разгадке числа π удалось приблизиться Архимеду, который в 3 веке до нашей эры выяснил, что числовое отношение длины окружности к ее диаметру находилось в промежутке от 3,1071 до 3,17. Для нахождения этого промежутка Архимед применил метод исчерпывания, который широко применяется и по сей день. Архимед заменил круг на многогранник с прямыми сторонами, а затем удваивал число граней, чтобы приблизиться к максимальной округлости. Тем самым он упростил задачу, работая не с кругом, а с множеством простых треугольников. Далее он ограничивал число π с двух сторон между вписанными и описанными многоугольниками. Так он высчитал площадь внутренних и внешних 96 сторонних многогранников и тем самым загнал число π в указанный числовой промежуток. Этой точности было более чем достаточно для всех инженерных расчетов времен Архимеда и на ближайшие несколько сотен лет. Кстати говоря, применяя подход Архимеда, становится понятно, почему площадь круга вычисляется как πr квадрат. Ведь если разбить круг на 4 равные части и переставить их вот так, то странная фигура внизу будет иметь такую же площадь, как и круг. Если же круг разбить на 8 равных частей и повторить ранее описанные действия, то теперь фигура внизу приобретает менее странную форму. Левая и правая стороны изогнутой фигуры стали более вертикальными, чем раньше, и несмотря на все изменения, дуги внизу по-прежнему имеют длину πr, а каждая из сторон по-прежнему равна r. И по мере увеличения числа отрезков происходит нечто удивительное. Дуги фигуры становятся более плоскими, а стороны почти вертикальными. В бесконечном приближении фигура превратится в прямоугольник со стороной πr и высотой r. И теперь задача упростилась, ведь мы знаем, что площадь прямоугольника равна его ширине, умноженной на высоту, то есть πr квадрат. А так как у преобразованной фигуры такая же площадь, как и у исходного круга, то полученное значение является также и площадью круга. Таким образом, рассчитывают ли инженеры оптимальную форму обтекаемого автомобиля или строят стадионы, нет предела того, где используется число π. Прошли столетия, появились компьютеры с возможностью производить миллиарды вычислений в секунду, рассчитано уже более триллиона знаков этого числа, но его точное значение так и осталось неизвестным. Только задумайтесь, мы никогда не сможем точно измерить ни длину окружности, ни площадь съеденного тортика, потому что точное значение числа π нам неизвестно.